Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, нам тут скинули ссылку на пост в телеграм-канале некого Антонова, где говорится о том, что вот сейчас США забрали себе всю нефть Венесуэлы. Они теперь могут не париться о том, что через 10 лет у них нефть-то кончится в их Соединенных Штатах. А Россиюшка, раз Китай лишился поставок тяжелой нефти из Венесуэлы, сможет говорить с Китаем с позиции силы, чтобы ликвидировать вот эти вот несчастные дисконты. Александр, так ли это на самом деле, что за 10 лет такие занимательные, и вот повлияет ли происходящее как-то на цену на нефть, которую покупает Китай? Ну, давайте начнем с хорошего, прежде чем критиковать человека, надо похвалить. Значит, пост этот, как я посмотрел, является ответом на некое замечание, которое сделали в стиле а, «Амеры фактически только что бескровно и очень задешево захватили контроль». Да, очень задешево. Да, авианесущие группы, более сотни самолетов. Это все очень дешево, ребят. Очень задешево захватили контроль над такой кучей нефти, что они на изи обрушат рынок, и бюджет любимой Российской Федерации катастрофически пострадает. Далее автор, отвечая на этот вот вопрос, говорит, ну, в общем-то, говорит здравые вещи, что пока не ясно, что там американцы захватили, что довольно дорогая добыча в Венесуэле. Я думаю, вы все посмотрели ведь ролик Бориса Леонидовича на эту тему. Так вот, это справедливо, да, добыча дорогая, да, пока ничто не ясно, как говорил Пин из смешариков. У нас сегодня такой уровень разговора. Так вот, проблема вот в чем. Проблема начинается со второй части, после неких здравых, на мой взгляд, размышлений. Проблема начинается со второй части этого чудесного поста, который, собственно говоря, вот уже вам проанонсировал Максим. И я буду сейчас зачитывать и комментировать происходящее, точнее, заявляемое. Так вот, это проблема долгосрочного характера. В общем, главная проблема в другом, говорит он. Проблема долгосрочного характера. Если раньше у американцев нефть стремительно заканчивалась, и лет через 10 им было бы совсем плохо, а нам было бы совсем хорошо, то теперь ситуация меняется. Я вот сейчас отложу телефон, с которого я это зачитываю, и обращусь к Антонову, такого Антонову, вдруг он это посмотрит. Если вы потрудитесь посмотреть объемы доказанных запасов нефти в Соединенных Штатах Америки, ну, допустим, конца нулевых годов, года 14-15, а потом посмотрите тот же самый показатель, скажем, начала 20-х годов, вы, полагаю, удивлением для себя обнаружите, что простое арифметическое действие в стиле взять объем запасов и разделить его на объем добычи не дает нам фактически никакой ценной информации, потому что за указанный мной период объемы запасов не только не сократились, а они в великой своей наглости увеличились. Геолого-разведочные работы являются работами очень дорогими. И мало того, что дорогими, но и не всегда они приносят необходимые плоды. То есть часть затрат у вас просто уходит в никуда. Вы проводите геологоразведку для чего? Для того, чтобы в идеале на место извлеченного барреля на баланс поставить новый баррель. Это одна сторона вопроса, которая дает нам, в общем-то, простой ответ. А как так получается, что объемы доказанных запасов либо не изменяются со временем, либо могут даже вырасти? Хотя время-то идет, и нефть все извлекают. Приписывают себе поди. Может и приписывают, безусловно. Но проблема в том, что в принципе обеспеченность запасами, как правило, составляет 10, 15, ну или 20 лет. Это то, что вы точно знаете, как оно там внутри недр находится, где, сколько, как оно расположено. Для этого тратятся деньги. Взять и потратить все деньги, чтобы узнать точно, сколько и где и чего у нас находится вообще, не имеет никакого смысла.
Вы на место извлеченного барреля ставите новый баррель, потратив на эту некую прогнозируемую сумму денег. Более или менее прогнозируемую, потому что, еще раз, геолого-разведочные работы не дают стопроцентного результата. Процентов 30, ну, уже неплохо. Далее. У вас могут измениться доступные вам для извлечения объемы за счет разного рода мероприятий, технических средств, которые вы можете применять. Как, например, вдруг неожиданно для себя вы понимаете, что вы можете разработать ряд химических методов увеличения нефтеотдачи. То есть берете некую химию, как любят у нас говорить, заливаете ее в недра и получаете на выходе больше нефти, чем было до этого. То есть коэффициент извлечения нефти у вас увеличивается за счет того, что меньше нефти там налипает, к примеру, за счет того, что меньше нефти налипает на породу. Остается, так сказать, вот там, внизу. Кстати, коэффициент извлечения нефти тоже, мягко скажем, не 100%. То есть говорить о том, что у американцев через 10 лет будут большие проблемы, начали у нас, вот, по крайней мере, в Российской Федерации, ну, наверное, лет 10 назад. Спешу доложить, с тех пор 10 лет прошли. И все еще 10 лет. Почему? Еще раз, я подозреваю, что автор этого высказывания взял запасы. Я отказываюсь верить, что он просто где-то что-то краем уха услышал. Он взял запасы, разделил, понял, что либо вообще ноль, либо там приближается уже к каким-то исчезающим значениям при текущем уровне добычи. А значит что? Будут сложности через 10 лет. Будут американцы бегать, как тараканы по миру, и просить: дайте нефти, дайте, а им никто эту нефть не даст. Или начнут выкручивать руки. Ведь в нашем мире нету транснациональных компаний, правда? Нефть нельзя купить. Правда? Надо бегать по миру и просить нефть. Кстати, а Китай бегает по миру и просит нефть? Тут просто Китай дальше упоминается. Вот в рамках этой парадигмы. Китай бегает по миру, просит нефть. Просто Китай добывает, конечно, нефть в каких-то объемах. Порядка там 4,5-5 миллионов баррелей в сутки. А импортирует порядка 11-12 миллионов баррелей в сутки. Это больше, чем импортируют Соединенные Штаты Америки. Нет, я понимаю, что Китай дружественная страна, а Соединенные Штаты Америки для нас страна недружественная, но мы здесь вроде как о рынке нефти говорим. Китай откуда-то нефть получает. Ах да, сейчас мы поговорим о том, откуда Китай получает нефть. Тут этому посвящен отдельный абзац. Но пока я дочитаю про американцев. Теперь нам уже не досидеть и не дотерпеть, пока Америке станет плохо по вопросу ресурсов. Им придется делать много рискованных ходов с большим шансом совершить ошибки. Я правильно понимаю, много рискованных ходов — это пойти на рынок и купить нефть. Да? Просто, возможно, наши понимания реалий нефтяного рынка очень сильно отличаются. Вот. Например, возможно, кто-то до сих пор находится где-то мысленно в 73-м, максимум в 74-м году. С тех пор многое изменилось, в том числе в плане объемов добычи. Кроме того, доступность ресурсов в регионе, доступных Соединенным Штатам как государству, и доступных американским компаниям. А это важно отметить, компании — это не государство. Да, они связаны, они пересекаются, они взаимовлияют, но это не государство. Так вот, компаниям есть какие-то ресурсы, доступные этим самым компаниям. Я полагаю, с ExxonMobil руководство Соединенных Штатов как-нибудь сможет договориться, чтобы ExxonMobil продавали добываемую на территории Гаяны, это недалеко от Соединенных Штатов, нефть в Соединенные Штаты. Как-то смогут договориться, ежели что. Бразилия продает нефть в Соединенные Штаты. А знаете, что покупает Бразилия из Соединенных Штатов? Нефтепродукты. Бразилия является поставщиком нефти, крупным потребителем нефтепродуктов, но нефтеперерабатывающая отрасль, в том числе благодаря кровавому наследию американского владычества над континентом, южноамериканским имею в виду, владычеством, непрямым, понятное дело. Так вот, нефтепереработка в Бразилии не развивалась должным образом, приходится импортировать из Соединенных Штатов. Бразилия откажется продавать нефть в Соединенные Штаты, да? Наверное, потому что Бразилия в БРИКС.
а продает государство Бразилия или кто-то другой. Так вот, вопросы, вопросы, вопросы. И если мы посмотрим на баланс отдельно взятых компаний, того же Шеврона, ExxonMobil, ну и ряда других игроков, местами помельче, конечно же, потому что ExxonMobil это, в принципе, один из крупнейших игроков в мире, мы обнаружим, что в общем и целом, я думаю, государство Соединенные Штаты сможет договориться с Chevron, ExxonMobil, возможно, даже с BP и Shell, с тем, чтобы те продавали нефть, добываемую в разных регионах мира. Кстати, я предлагаю заглянуть в список компаний, которые добывают нефть на территории Ирака. У нас же все знают, что американцы шли в Ирак за нефтью. Предлагаю найти долю американских компаний среди нефтедобывающих предприятий, работающих на территории Ирака. Вы будете приятно удивлены. Или неприятно, в зависимости от того, какой позиции вы придерживаетесь и каковы ваши представления о прекрасном. Поэтому какие там ошибки Соединенные Штаты могут совершить, покупая нефть на мировом рынке? Ну, для меня загадка. Возможно, просто наши представления о прекрасном очень сильно отличаются. Теперь США в том же приятном долгосрочном положении по нефти, что и мы. Ну, конечно. Мадуро ведь в карманах своих вместе с супругой привез все запасы венесуэльской нефти. Так это и работает. Вы Саурона убиваете, и орки разбегаются. И все нефтяные богатства, которые вот остаются, они теперь ваши. Скажу страшное. Единственный, кто мешал американцам добывать нефть на территории Венесуэлы, это руководство Соединенных Штатов Америки. Я понимаю все эти доводы о том, что ну тут они получат бесплатно нефть, которую добывать очень дорого, в принципе очень дорого, даже если вы рабов будете использовать. Извините за низкий слог. Ее дорого добывать. Даже с волшебными американскими технологиями. Волшебные американские технологии не позволяют поддерживать достигнутый в 2025 году уровень добычи при текущем уровне цен на территории Соединенных Штатов Америки в 2026 году по прогнозам американского министерства энергетики. Волшебные американские технологии. Но, разумеется, на территории Венесуэлы они прекрасно сработают. В краткосрочной перспективе никаких катастроф для российского бюджета из американцев Венесуэлы лично я не вижу. Ну, тут можно присоединиться, да, это правда. Зато вижу два больших жирных плюса. И вот тут мы посмотрим на этих жирных. Первый. Если Трамп лишит КНР, куда шло 80% венесуэльского экспорта, доступа к венесуэльской нефти, то нашему бюджету от этого даже хорошо на некоторое время. Что ж это за довод? Ну, очевидно, наверное, сейчас нам расскажут о том, что будут больше покупать нефти в России. Кстати, 80% это сколько? Нет, я понимаю, 80%. В абсолютном выражении это сколько? До 700 тысяч баррелей в сутки. Ну, это значительная, конечно же, величина. Но это величина, которую можно заместить покупкой из других стран. И Китай в данном случае выступал скорее как поддерживающая сторона для Венесуэлы, а не Венесуэла выступала как безальтернативный поставщик для Китая. То есть в данной ситуации предполагать, что Китай не справится с поиском поставщика, да, 700 тысяч баррелей в сутки, если что, это пиковые значения, достигнутые в 2025 году. На фоне частичного ослабления санкций, которые позволили себе еще при Байдене в отношении Венесуэлы. Американцы позволили себе при Байдене в отношении Венесуэлы. Так вот, как же бюджет наш заработает? Может быть, наши китайские любимые партнеры, большими буквами написано, чтобы подчеркнуть, видимо, иронию, которые не признали Крым и не признали ЛДНР, зато подогнали туда свой укладчик для того, чтобы провести силовой кабель от континентальной России в Крым, наплевав и на непризнание, и на осуждение мирового сообщества. Ну, конечно, официальное признание гораздо важнее реальных действий. Ну, по крайней мере, для некоторых. И заряжают нам цены примерно X3 по многим компонентам для нашего ВПК и не дают размещать ОФЗ в юанях внутри КНР. И мы, в общем, дали перечисление странных половых взаимоотношений
биржевиков друг с другом или с данным блогером, я не знаю. Так вот, на этом фоне, а почему бы и нет? Мы некоторое время сможем продавать китайцам нефть не в режиме скидка. Далее какие-то опять сексуальные фантазии. Говорим спасибо пекинским богам, а в режиме скидка просто немного, и можно, значит, опять какие-то сексуальные фантазии. Антонов, дорогой наш Антонов. Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Э, Представьте себе ситуацию. Я уверен, вы сможете это сделать. Э, Приходят к «Газпрому», допустим, покупатели газа из Казахстана. Говорят: «Газпром, мы будем у тебя покупать газ по там $150, и это хорошо. Надави, пожалуйста, на Росатом, чтобы он сделал нам скидку при строительстве атомной электростанции». Антонов, как вы думаете, Антонов, насколько вменяемо выглядит такая постановка вопроса? Просто, возможно, вы не в курсе, но китайцы очень сильно разные. Их 1,5 миллиарда человек, и, знаете, они все вот эти 1,5 миллиарда разные. И компании, которые там работают, они тоже разные. Так, например, какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод, покупающий, собственно говоря, в России нефть, не имеет никакого отношения к облигациям, которые где-то там могут размещаться, а могут не размещаться. О, ужас! Но этот завод даже не может позвонить, руководство завода не может позвонить Си Цзиньпину, чтобы тот надавил на кого-нибудь, чтобы те, в свою очередь, признали ЛДНР, Крым и разрешили размещать облигации. Более того, если попробовать так сделать, на вас посмотрят вполне заслуженно, как на идиота. Ну, если вот мы вам нефть не будем продавать задешево, только вы нам, и вы нам должны вот то-то, то-то, то-то. Какое отношение нефтеперерабатывающие заводы, покупающие российскую нефть, имеют к людям, которые кого-то там признают или не признают? Какое они отношение имеют к тем, кто может разрешить или не разрешить размещать те или иные облигации? Какое отношение? Или в вашем мани-мирке китайцы, они, ну, все же на одно лицо. Там 1,5 миллиарда человек, ну, типа, ну, напиши в Вичат Си Цзиньпиню, пусть, ну, пусть он это. Мы сейчас на вас давить будем. Видите, у вас нефти из Венесуэлы больше нет. Ха-ха! Куда вы теперь от нас денетесь? Мы на вас надавим. Вы так себе это представляете, Антонов? У вас очень интересное представление о прекрасном. Очень интересное представление о мировой политике. Очень интересное представление о внутренних китайских взаимоотношениях. Кроме того, дорогой Антонов, возможно, вы не очень понимаете эту ситуацию, но скидка, которую получают китайцы, в основном связана со сложностями доставки нашей нефти. То есть, когда говорят про скидку на российскую нефть, как правило, говорят про цену не в порту получения, то есть не ту цену, которую платит конечный потребитель, на которого вы предлагаете давить, чтобы этот конечный потребитель, там, владелец НПЗ, допустим, признал ЛДНР, Крым частью России и разрешил размещать какие-нибудь облигации в юанях. Вот. А говорят про цену в порту отправления. То есть без расходов на доставку, без расходов на страхование, ну и прочее, что необходимо. Так, например, если вдруг из-за каких-то сложностей в Черном море танкер, допустим, приходится страховать дороже,
А у нефтяных котировок есть определенный уровень. Вы не можете при цене нефти, при цене нефти марки Brent на уровне $60 зарядить покупателю $80. Ну не можете вы это сделать. Так вот, у вас сложности в Черном море возникли. Я думаю, вы даже слышали о каких-то сложностях. У вас выросла страховка. Кроме того, ваш танкер теперь должен идти вдоль побережья Турции, а это дольше, чем напрямую через Черное море пилить. Расходы на бункеровочное топливо возрастают, время в пути возрастает, людям больше зарплату приходится платить. Представляете? То есть расходы на транспортировку растут. Соответственно, вам где-то надо ужаться. Где вам надо ужаться? Но вы можете, конечно, попытаться надавить. На сегодня все. Всего хорошего. Сюда. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсора.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.